Здравствуйте, дорогие близнецы! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю с 28 октября по 3 ноября. Множество разных событий может вас поджидать, поэтому давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк. Мы начинаем! Понедельник, дорогие близнецы, Луна останется в знаке зодиака Дева, там же, где была и воскресенье, в вашем четвертом доме гороскопа. А четвертый дом символизирует родителей, маму или папу. Возможно, с ними вы будете о чем-то договариваться, встречаться, переписываться, созваниваться, какой-то информацией делиться или получать эту информацию. Или это могут быть люди, заменяющие вам отца или мать в том числе. Четвертый дом – это наш отчий дом, там, где мы родились, там, где наша родина, где наши корни, где мы провели детство или чаще всего проводили детство. Куда-то может вас туда понести. Вы захотите, может быть, решить проблемы у себя в доме, откуда вы уехали, или, может быть, какая-то проблема за вами тянется, и вы никак не можете ее решить. И вот в понедельник будет возможность, будет энергия для того, чтобы наконец-то поставить в чем-то точку касательно вашего родного дома. Четвертый дом означает еще и наше жилище на данный момент, квартиру, дом, там, где вы сейчас живете. Это хорошее время, чтобы навести порядок, разложить все по полочкам. Луна в Деве к этому будет призывать, поэтому если вы что-то не успели убрать, постирать, помыть, то воскресенье и еще вот этот понедельник идеально для этого подходит. Когда Луна в Деве, мы можем решать чужие проблемы. Да, как бы это странно не звучало, но причем решать без спроса людей, то есть как-то внедряться в их дела и помогать. Поэтому я советую близнецам в понедельник, прежде чем предлагать помощь кому-то из родственников по четвертому дому, спросите, нужна ли ваша помощь или нет. Иначе это будет бестактно, дорогие мои. Четвертый дом, все, что связано с недвижимостью, с переездами, с арендой жилья, с продажей жилья. Может быть, кто-то из близнецов решится на переезд. Или вы будете планировать ближайший переезд. Или вы будете смотреть, какая недвижимость, где, сколько сейчас стоит снять квартиру. Назначите какую-то встречу с риэлторами, возможно. Или действительно будете что-то продавать или обменивать квартиру. Тоже вполне возможно, и этот день, понедельник, для этого подходит. Не лучшее время в понедельник для того, чтобы выяснять отношения с партнером, потому что Луна в Деве будет вызывать у вас раздражение, какие-то поступки ваш любимый человек будет делать, а вас это будет бесить, поэтому в понедельник все-таки не следует выяснять какие-то отношения с партнером. Переложите разговор важный чуть-чуть попозже. И четвертый дом также означает внутренние переживания. Какую-то заботу, какую-то опеку, возможно, вы захотите взять под свое крыло, чью-то жизнь. Может быть, к вам переедет мама или папа, или бабушка, или кто-то из родственников, и вы возьмете их под свое крыло, под свою крышу. Или наоборот, вы переедете к родственникам в этот период, и о вас будут заботиться. Вас будут опекать, вас возьмут под свое крыло родственники. Может и так проиграться Луна в четвертом доме гороскопа. Также хочу напомнить, что знак зодиака Дева отвечает в нашем организме за желудочно-кишечный тракт, за слух и за зрение. Будьте поаккуратнее. 3 дня подряд, вторник, среда и четверг, Луна окажется в знаке зодиака Весы в вашем пятом доме гороскопа. Пятый дом, я всегда улыбаюсь, когда о нем рассказываю, потому что это дом удовольствия, дом радости, дом, который содержит в себе куча всего интересного из самых интересных сфер в нашей жизни. Ну, во-первых, пятый дом символизирует любовь, любовников, если вы сейчас еще одинокий представитель знака зодиака Близнецы. Возможно, вы захотите с кем-то встретиться, с вашим бывшим партнером или с человеком, который вам нравится, сходить на свидание, проявить инициативу, посетить что-то красивое с человеком вы захотите. Может быть, действительно сходить на концерт или на какое-то мероприятие, на выставку, в галерею. Замечательно для этого время. Вот выбирайте вторник, среду или четверг. Встречайтесь, общайтесь с человеком, который у вас вызывает симпатию. Также пятый дом символизирует детей, поэтому это хорошее время, чтобы с ними посетить что-то культурное. Это может быть какие-то кружки, это может быть какие-то мероприятия в детском саду, в школе. Опять же, театральная какая-то постановка. Или помогать своему ребенку вы будете в эти 3 дня с чем-то творческим. Пятый дом символизирует еще и спорт, поэтому это хорошее время, чтобы начать прокачивать себя, дорогие близнецы, возвращаться в спортзал, откачивать от себя жир физическими упражнениями. Поэтому дерзайте, дорогие. Если все-таки планировали, то эти 3 дня идеально для этого подходят.
Затем решительность слабеет, когда Луна в знаке зодиака Весы. Если эта решительность будет касаться таких сфер, как дети, может быть, нужно будет решить, куда ребенка записать или в какую секцию отдать. Или это может быть касаться сфера бизнеса и сфера спорта в том числе. Вот какие-то решения в этих сферах вы можете поменять в течение этих 3 дней. То есть вот во вторник что-то решили, а в среду поменяли. Или в четверг передумали. Поэтому, пожалуйста, если от вас кто-то требует решения в этих сферах, скажите, что вы подумаете, дайте себе время. Потому что решения, когда Луна в знаке зодиака Весы, могут быть переменчивы. Также 5-й дом символизирует у нас выступление, шоу, презентация. Это хорошее время для того, чтобы рекламировать себя или делиться какими-то знаниями с людьми, или выступать каким-то коучем, учителем, или проводить какие-то мероприятия, где кто-то выступает. Может быть, вы организатор какого-то мероприятия. Также Луна в Весах – это состояние, когда улучшаются наши отношения с близкими. И опять вернусь немного к понедельнику. Если у вас есть какой-то разговор с родителями, с родственниками, то во вторник, в среду и в четверг вы сможете выйти на компромисс или о чем-то договориться. Или если вы с кем-то поссорились из родственников, когда Луна в Весах, нам проще пойти на примирение. Поэтому, близнецы, протягивайте руку к миру, и все наладится. Знак зодиака Весы отвечает в нашем организме за почки, за мочевой пузырь, за вены и за состоянием кожи. Поэтому, пожалуйста, уделите этому внимание. Пятница и суббота Луна приходит в знак зодиака Скорпион, ваш 6-й дом гороскопа. 6-й дом – это все, что связано с нашими обязанностями, с нашей работой. Поэтому, когда Луна в знаке зодиака Скорпион, мы активны, мы инициативны, мы можем найти работу или поменять работу в этот период, или какие-то обязанности вы будете прописывать своим сотрудникам, подчиненным новые, или, может быть, вы будете участвовать в коллективной какой-то разработке. Может так проиграться Луна в Скорпионе в 6-м доме. Либо поменяется график, или вы отпроситесь с работы в этот период в пятницу или в субботу. Вот что-то может такое проиграться. Затем, когда Луна в Скорпионе, мы эмоциональны, мы поднимаемся на уровень агрессивный достаточно, мы можем реагировать на какие-то замечания в коллективе, на замечания нашего руководства, клиента, как-то вот прям нетерпимо. Все, у нас может разорвать, когда Луна в Скорпионе, от замечания, от комментария на работе. Поэтому, пожалуйста, дорогие близнецы, проявляйте спокойствие. Старайтесь не концентрироваться на каких-то комментариях и замечаниях в пятницу или в субботу. Вообще вот старайтесь вот нейтрально относиться, иначе вас разорвет, иначе вы можете что-то наговорить. И причем потом то, что вы скажете, не исправить. Поэтому, близнецы, пожалуйста, спокойствие в эти 2 дня на работе и все, что касается ваших обязанностей прямых. 6-й дом отвечает в нашем гороскопе еще и за домашних питомцев, поэтому, может быть, кто-то из вас решится завести кошку или собаку, или рыбок, или, может быть, аквариум поставить, или, может, если у вас есть уже питомцы, может быть, им что-то купить, докупить, какой-то ошейник новый, или свозить к ветеринару было бы тоже актуально в эти дни. Помимо этого, Луна в Скорпионе отвечает за сексуальное влечение, и здесь, возможно, кто-то из близнецов действительно устроит какой-то романтический вечер в пятницу или в субботу. Для этого время идеально подходит, дорогие мои. 6-й дом отвечает еще и за долги, за каких-то людей, которые мешают нам по жизни, вот каких-то таких конкурентов, знаете, добиться успеха нам мешают какие-то люди. Вот на них вы можете сконцентрироваться в пятницу и в субботу, на долгах и на людях, которые вам мешают. Вот я вам советую все-таки не обращать внимания на вещи, которые сейчас вы не можете решить. Потому что уйдет много энергии, много дум, много мыслей, но активности, каких-то действий в решении сферы, связанной с долгами или с конкурентами, сейчас сделать вы не сможете. Поэтому лучше уделить внимание в пятницу и в субботу на здоровье, на свои прямые обязанности и на ремонт, потому что 6-й дом отвечает еще за ремонтные работы. Нанимать подрядчиков, что-то красить, что-то клеить. Идеально для этого время, либо заканчивать ремонт. Но опять же, вам нужно будет это все контролировать, близнецы. Потому что если контроль снимется с темы ремонта, кто-то что-то поклеит не так, вас разорвет. Опять же,
Луна в Скорпионе — это эмоциональная возбудимость. Что-то кто-то поклеил не так, что-то купили в дом не то, мебель не ту, не так подвинули, не ту технику купили. Вас может немножечко вот прям вот трясти даже. Поэтому я советую контролировать. Если тема будет касаться ремонта, контролировать все, если у вас будет на это еще и время, конечно. Хочу напомнить о том, что 1 ноября новолуние в знаке зодиака Скорпион. У меня на канале отдельное видео про новолуние. Обязательно его посмотрите. А еще напомню, что знак зодиака Скорпион отвечает за простату, за яичники и за гениталии. Вот с ними будьте поаккуратнее в эти 2 дня. Но в воскресенье Луна переходит в знак зодиака Стрелец, ваш 7-й дом гороскопа. 7-й дом символизирует отношения, брак нашего любимого человека. Поэтому это хорошее время для того, чтобы провести с ним этот день. В кино, в театр, в ресторан, в кафе, на прогулку в лесу, на прогулку у озера, в парке. Вот уделите этому время. Почувствуйте свои отношения, пообщайтесь с любимым человеком в воскресенье, и прям вот, если есть такая возможность, действительно вот прям весь день проведите с ним. Это будет очень важно и полезно. 7-й дом гороскопа еще у нас символизирует и переговоры, и интервью, собеседование. Возможно, вы в воскресенье запланируете какую-то встречу на будущее с каким-то сотрудником, с коллегой, либо это будет встреча с вашим партнером по бизнесу. 7-й дом символизирует партнерство. Либо это будет устройство на работу. Может быть, вы меняете работу или сейчас в поиске работы. И в воскресенье вы уже либо где-то откликнетесь, либо кому-то позвоните, либо уже назначите встречу, или будете планировать какую-то поездку на какое-то интервью. И все должно у вас пройти, кстати, хорошо, потому что Луна в Стрельце — это оптимизм, это внутренний заряд энергии, это вера в себя. Я справлюсь, я смогу, да я все умею. 7-й дом гороскопа символизирует судебные процессы. И еще одновременно с этим говорит о том, чтобы мы проявляли дипломатию. Поэтому в воскресенье хорошо бы, если у вас есть какие-то судебные процессы, выйти на договоренность. Проявить какое-то чувство сочувствия, может быть, к человеку, с которым вы сейчас судитесь, к примеру. Или вы захотите что-то написать, какое-то заявление в судебные органы, но прежде чем это делать, возможно, кто-то из близнецов постарается договориться. Вот это будет хорошим, оптимальным вариантом в воскресенье. 7-й дом символизирует еще искусство, символизирует красоту. Это хорошее время, чтобы посетить что-то красивое, то, что вы раньше не посещали, мероприятие, концерт. Да, вот опять же, с партнером вместе вам просто вот Вселенная говорит, чтобы вы что-то посетили красивое. Вот возьмите своего партнера под руку и вперед. Если вы одинокий представитель знака зодиака Близнецы, не надо ни в коем случае разочаровываться, отчаиваться. Купите билет и сходите самостоятельно или с друзьями на какое-то мероприятие. В театр, в галерею, куда угодно, там, где красиво. Вы себя энергетически восстановите, эстетически получите удовольствие. Вперед, Близнецы! Также, когда Луна в знаке зодиака Стрелец, пожалуйста, прежде чем что-то говорить, подумайте, потому что когда Луна в этом знаке, наши высказывания могут быть прямолинейны, и мы можем кого-то нечаянно обидеть. Каким-то словом, каким-то предложением. Мы не хотели, но слово вылетело. Поэтому, пожалуйста, контролируйте все, что вы говорите в воскресенье. И тогда все будет нормально. Знак зодиака Стрелец отвечает в нашем организме за печень, за поясницу и за тазобедренные суставы. Поэтому, пожалуйста, будьте повнимательнее. Дорогие близнецы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Желаю вам на следующей неделе решить все вопросы, связанные с недвижимостью и с вашими родными и близкими. Ну и также уделите внимание своему здоровью на следующей неделе и личным отношениям. Возможно, партнер уже давно сидит в углу, пылится, а вы на него внимания не обращаете. Поэтому обязательно сходите на свидание и немножечко развейтесь. Это пойдет вам только на пользу. Всем до свидания.